Приветствую вас, дорогие автолюбители! Сегодня хочу рассказать об одной еще особенности магнитол, которая позволяет подключить внешние мониторы. Внешние мониторы, которые устанавливаются под подголовники, либо по центру, если у вас бус. Но не все магнитолы могут делать такую функцию. Обратите внимание, обычно Wi-Fi версии имеют такую возможность, используя аналоговый выход. То есть там есть вот такой вот RCA кабель, который устанавливается 20-пиновый порт, на котором есть специальный выход, который так и называется Video Out. Он идет обычно один, но чтобы подключить второй монитор, вам нужно просто купить разветвитель, который представляет собой вот такую вот сдвоенную штуку. Выходит, получается, входит один, а выходит два. Здесь на RCA обычно Wi-Fi версия, полноценная. Здесь много функций. Одна из которых это линейный выход AUX, Out. Также два входа обязательно для AUX. Здесь обязательно вход для микрофона, саба и для двух камер. Это боковой и передний. Что касается версии 4G, то вы знаете, что там подключается 4G порт. Соответственно, версии, которые используют такой вот стандарт, понятно, что существуют еще магнитолы, где симка вставляется внутри, но сейчас используют в основном такой. И там, естественно, уже нету выхода видео. В данном случае вы видите здесь Video Out, это предназначено для версии, в которой это есть, но в магнитолах Jansun V1 Pro, к сожалению, эта опция отсутствует, и оно не работает. Что же делать, когда нужно подключить внешние мониторы? Скажу сразу, версия V3 Pro, которая вышла, имеет HDMI порт, я рассказывал об этом, без проблем по HDMI купить цифровые мониторчики и поставить. Они достаточно удобные, но если нет такой возможности, они, кстати, стоят недешево, они могут стоить как магнитола штука. Поэтому есть вариант подешевле, используя подголовники просто с мониторчиками, вы можете использовать вот этот прибор. Видите, он здесь лежит. Это USB прибор универсальный, который подключит без проблем ваши мониторы. Вот так он выглядит. Купить его можно где угодно, в принципе, у разных производителей. Обратите внимание, чаще всего производители магнитол, они говорят, что только наше устройство работает с нашей магнитолами. Они правы, так как при продаже данного устройства они дают вам драйвера. Чтобы вам облегчить эту работу и чтобы купить его где угодно и использовать, в том числе для Jansun V1 Pro, я скину вам драйвера, которые идут в описании к этому видео. Вы можете скачать, купить устройство у любого производителя, не имеет значения. Цена приблизительно $20. Вы можете без проблем подключить мониторы для своих пассажиров и детей и дублировать изображение, которое идет у вас на основном экране. Таким образом будет достаточно интересно пользоваться данным устройством во время путешествий. Вот такое вот простое устройство, которое решит проблему в магнитолах V1 Pro, а также серии T9, где есть сим-карта для подключения внешних мониторов. Его можно использовать еще для подключения потолочного монитора. Например, если у вас бус и вы занимаетесь бизнесом, переводите людей, перевозите их, путешествуете, и вам нужно подключить монитор, а ваша магнитола 4G достаточно интересная, но она, к сожалению, не имеет выхода видео. Это действительно так, V1 Pro не имеет видео выхода, и много других магнитол не имеет видео. Только некоторые из них имеют такую возможность напрямую. И вот устройство, драйвера, все есть. Надеюсь, вам это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, а я постараюсь ответить на многие вопросы, которые вы задаете в комментариях к видео.